Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами техникой того, как перестать критиковать себя. И я хотела бы также вам дать маленькую подсказку того, что же делать после того, как вы себя перестали критиковать. Хотела бы вначале напомнить вам о том, что на самом-то деле критика, какой бы она ни была, она забирает чаще всего у нас энергию. И когда мы критикуем сами себя, это означает, что где-то внутри нас есть какой-то внутренний голос и какой-то внутренний такой, может быть, даже человечек или какой-то образ, который нас критикует, разговаривает с нами, ругает нас, повышает на нас голос и так далее, и так далее, и так далее. И наша с вами задача сейчас будет как раз-таки разобраться, кто же это тот внутренний критик, который у вас есть, почему он вас критикует, почему он хочет перетянуть на себя это внимание, и что мы будем делать для того, чтобы от него избавиться, как прекратить себя критиковать. Итак, первым шагом того, чтобы перестать себя критиковать, будет то, чтобы вы на самом деле осознаете, что вы себя критикуете. То есть вы сядете в какой-то момент или встанете и поймете, что да, я себя критикую, где-то у меня внутри есть голос, который меня критикует. На самом-то деле это самый первый шаг, и он очень важный, чтобы на самом деле осознать, что вы сами себя критикуете, и таким образом вы теряете очень большое количество энергии в течение дня на этот внутренний диалог, какой-то спор, который у вас происходит, потому что очень часто если у нас есть внутренний критик, то не только он с нами разговаривает и говорит нам что-то, но также мы ему отвечаем. И мы на самом деле в таком находимся трансе, мы постоянно переговариваемся, спорим, ругаемся с этим внутренним критиком, и происходит просто огромный отток энергии, и мы не знаем потом, почему мы такие уставшие. А все дело в том, что на самом-то деле мы спорим со своим внутренним критиком. Итак, шаг номер 1 — заметить, что я себя критикую. Следующим шагом будет все-таки сказать себе, что да, я себя критикую, и попробовать представить, кто же этот внутренний голос, который с вами разговаривает. Возможно, вам поможет, если у вас еще не очень много практики таких рода техник, возможно, вам поможет просто закрыть глаза, расслабиться, сделать 3 глубоких вдоха, 3 выдоха. Может быть, вы заварите себе какой-то чай. В общем, расположитесь очень удобно, и вам нужно закрыть глаза, и ваша задача будет увидеть какой-то образ. Чаще всего он будет где-то вот здесь, он будет где-то прямо перед вами. Ваша задача увидеть этот образ, кто же вас критикует, как он выглядит, какие у него есть цвета, или у нее, кто этот образ, да, какие там есть цвета, близко или далеко ли он находится, может быть, он где-то внизу, или наверху, или здесь, или здесь. В общем, вы узнаете, послушайте, какой голос у него, узнаете ли вы этого человека. Очень часто это может быть голос ваших родителей, или это может быть голос вашей какой-то первой учительницы, или там второй учительницы, или какой-то важной учительницы. В общем, обозначьте, чей этот голос, сколько он громкий, как быстро или медленно он говорит, какой у него тембр, и так далее, и так далее. То есть попробуйте вообще собрать этот полностью образ, то, как он говорит, как он двигается, не двигается, сидит, стоит, что он делает, какие там присутствуют цвета, может быть, он как-то пахнет, еще что-то. В общем, максимально представьте для себя этот образ. И в тот момент, когда вы его представили, скажите ему: я заметил тебя, и я хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня критиковал. И в этот момент вы можете подумать: почему я должен благодарить кого-то, кто меня критиковал? Но на самом-то деле вот эти вот внутренние наши критики, они очень часто хотят чего-то для нас хорошего, и поэтому они постоянно нас критикуют, что-то говорят нам назойливо, да, для того, чтобы мы обратили на них внимание, потому что они на самом-то деле имеют какое-то позитивное намерение. Они хотят нам помочь, они хотят нам сделать какой-то совет, что-то, в общем, есть такое, почему же они с нами разговаривают, да, и они на самом-то деле не злые, они добрые, они хотят чего-то хорошего, поэтому поблагодарите их, скажите, что вы благодарны за то, что они с вами разговаривали, за то, что этот образ с вами разговаривал, искренне поблагодарите его и скажите, что теперь впредь я разберусь сама со своей жизнью, и я знаю, как поступать, и я теперь сама буду решать, что делать. Хорошо ли это сделала, плохо ли это сделала, в общем, вы разберетесь теперь сами. После этого, как вы поблагодарили этот образ и ярко его представили, вы знаете, как он выглядит, как он говорит, как он двигается, да, как он, может быть, пахнет, еще что-то. И в этот момент начните этот образ уменьшать, отдалять, сделайте его черно-белым, сделайте его голос тише, медленнее, и начинайте далеко-далеко отдалять эту картину от себя, куда-нибудь вниз, 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 куда-нибудь влево или вправо, куда вам удобнее. Но начинайте этот образ просто двигать до того момента, пока он совершенно как бы исчезнет из вашего поля. И ваша задача теперь будет каждый день в течение дня, когда вы себя критикуете, ловите себя на этой мысли, да, то есть вы фокусируетесь
на том, что да, у меня внутри есть этот внутренний голос критика, и теперь моя задача его отлавливать. И теперь каждый раз, когда вы отлавливаете этот голос критика, останавливайте себя и говорите: окей, я тебя услышала, спасибо большое, что ты помогаешь мне, я тебя благодарю, теперь я разберусь сама. И начинаете опять отдалять этот образ, делать его черно-белым, отдаляете, опускаете его голос, делаете его неслышным, пускай он уходит, да, и повторяйте это каждый раз. И со временем у вас будет уже такая, как бы, больше повышаться осознанность и фокусировка в эту область, и вы будете уже чаще вначале осознавать, что да, вы себя сейчас критикуете, отдалять этот образ, благодарить его. Потом, на самом-то деле, со временем этот голос, он уже реже будет к вам приходить, потому что вот эти вот все наши образы, внутренние критики и другие какие-то субличности, они будут назойливыми только до того момента, пока вы их не заметите. А когда вы его уже заметили, этот образ, он уже не так часто будет к вам приходить. И на самом деле вы даже можете перевернуть его в свои сотрудники, да, в свои друзья, и тогда вообще классный у вас такой будет как бы рапорт, даже можно сказать, дружба какая-то. Вот, и после того, как вы уже научились убирать этого критика, да, вы его отдаляете, голос уменьшаете, делаете его, то есть, вернее, размер уменьшаете, голос делаете тише и так далее, так далее, так далее, значимость упадает, и вам теперь нужно что-то поставить хорошее вместо этого критика, то есть у вас освободилось, скажем так, в бессознательном и в сознательном место, куда вы можете теперь бессознательно поставить какой-нибудь, сначала это будет в сознании, да, потом оно перейдет в бессознание, вы можете поставить какой-то другой образ, что-то хорошее на место вот этого внутреннего критика. И таким образом, да, у вас будет опять какой-то позитив, который вы захотите. Я предлагаю вместо критика, который у вас был, я вам предлагаю сделать какой-то образ человека, или, может быть, мультипликационный образ, или какой-то ваш друг, или какая-то значимая фигура, которая, ролевая модель какая-то есть у вас в жизни. Поставьте образ вот этот вот новый, и пускай он вас теперь хвалит. Заведите себе такой образ, который будет вас хвалить. И, возможно, вы захотите привить себе новую привычку, да, похвалы, и я рассказывала эту технику в другом своем видео, которое называется «3 раза молодец». Посмотрите эту технику, если вам захочется, примените ее, и начинайте себя хвалить. Вы можете взять вот ту технику «3 раза молодец», о которой я говорила, вы легко найдете ее на моем канале, и потом заведите себе какой-нибудь блокнотик или какую-то красивую бумажку, на которой в конце дня вы будете выписывать 10 раз себе похвалу за что-то, что вы сделали. И пускай это поначалу даже будут какие-то маленькие вещи. Я сегодня проснулась вовремя, я такая молодец, я пунктуальная, я почистила 2 раза зубы, класс, я забочусь о своем здоровье, я такая молодец, я, не знаю, сделала макияж перед тем, как идти на работу, я такая классная, я привлекательная, я молодец. Я забочусь о себе, да, вы приняли, может быть, ванну с маслами или намазали руки кремом или еще что-нибудь, хвалите себя вообще по мелочам. Важно, вы хвалите себя за что-то большое или за что-то маленькое, а самое главное, то, что вы испытываете позитивную эмоцию в этот момент, и там вообще не важно, это что-то глобальное вы сделали, или это была какая-то мелочь, типа вы почистили зубы или выпили достаточно воды в течение дня. Хвалите, хвалите, хвалите себя. Здесь на самом деле фокус состоит в том, чтобы тогда, когда вы избавились от того, что вам было неприятно, вот этот внутренний критик, теперь вы поставили приятное на его место, и вы на самом-то деле будете испытывать теперь приятные позитивные эмоции, когда будете хвалить себя. Это опять же поднимет ваш энергетический уровень, ваша жизнь опять-таки будет, да, приятнее, то, о чем мы постоянно говорим на этом канале. И вот, в принципе, все, чем я хотела поделиться с вами сегодня. Я вам желаю, чтобы голос вашего критика становился все тише и тише, и, возможно, только немного намекал вам на какие-то моменты, которые вам действительно было бы полезно исправить, улучшить в своей жизни, если для вас это является необходимостью. И пусть приятного общения в вашей жизни становится гораздо больше. Я вас всех люблю и желаю вам хорошего дня. Всех целую, пока!